Здравствуйте, друзья! С вами Дина, и я приветствую вас у себя на кухне и на канале «Коллекция рецептов». Традиция красить яйца на Пасху уходит корнями в глубокую древность. Окрашенное пасхальное яйцо – это особый символ Пасхи и начала новой жизни. Способов окраски яиц множество, и сегодня покрасим яйца двумя интересными способами. Для первого способа нам понадобятся сырые куриные яйца, желательно белые, мелко нарезанная луковая шелуха, обычная вода, куски марли, нитки, соль и зеленка. А чтобы не испачкать руки, не забудьте надеть перчатки. Яйца должны быть комнатной температуры и обязательно вымытые с мылом, чтобы краска равномерно легла. Сырое яйцо смачиваем водой, хорошо обсыпаем мелко нарезанной луковой шелухой и плотно заворачиваем в небольшой кусочек марли, фиксируя его нитками. Хвостики марли можете оставить или обрезать. Я не стала обрезать. Подготовленное таким способом яйцо отправляем в небольшой ковшик или кастрюлю, в которой в дальнейшем будем их варить. Для этих целей старайтесь выбирать старенькую посуду, которую не жалко испачкать. Для окраски яиц таким способом можно использовать шелуху как от желтого, так и от красного лука. Яйца подготовлены и уложены в кастрюльку. Чтобы при варке яйца не лопнули, добавляем соль и полностью заливаем их водой. Туда же выливаем обычную медицинскую зеленку, у меня флакончик объемом 10 мл. Устанавливаем кастрюлю на плиту и доводим до кипения. После закипания уменьшаем нагрев и варим яйца 10 минут. Затем снимаем кастрюлю с плиты, сливаем воду, в которой они варились, и заливаем обычной холодной водой для того, чтобы яйца остыли. После полного остывания перекладываем их на тарелку, снимаем марлю и освобождаем от шелухи, промывая под проточной водой. Вытираем яйца насухо и для придания блеска слегка смазываем маслом. Вот такие красивые пасхальные яйца с мраморным рисунком у нас получились. Если вы опасаетесь использовать зеленку, то вместо нее можете взять любой пищевой краситель. А сейчас давайте покрасим яйца еще одним интересным способом. Для этого нам потребуются разноцветные пищевые красители. Можно использовать как сухие, так и жидкие, в моем случае в виде таблеток. В этом наборе 6 цветов: желтый, красный, синий, оранжевый, бордовый и зеленый. А также необходимо отварить яйца. Я это сделала заранее, и к этому времени они уже успели остыть. Раскладываем краску в небольшие емкости, и чтобы получить насыщенный цвет, добавляем не более 1 столовой ложки воды. А чтобы цвет лучше зафиксировался, каждому красителю вливаем по 1 чайной ложке обычного столового уксуса. У меня 9%. Раскладываем в мисочки ватные палочки и приступаем к покраске, не забывая надеть перчатки. Вареное яйцо заворачиваем в обычную бумажную салфетку и окрашиваем с помощью ватных палочек, создавая свой собственный неповторимый рисунок. Как только салфетка будет полностью окрашена, прижимаем ее к яйцу и складываем на тарелку. Не переусердствуйте, чтобы не раздавить яйца. Подготовленные таким способом яйца оставляем на 15-20 минут. У меня прошло 20 минут. И теперь давайте снимем салфетку и посмотрим на результат. Вот такие красивые, оригинальные, неповторимые пасхальные яйца у нас получились. В данном способе окрашивания яиц ориентируйтесь на собственную фантазию. Варианты цветового сочетания могут быть абсолютно разными. Главное, чтобы цвет не был мрачным, ведь Пасха – светлый и радостный праздник. Как и в предыдущем способе, для блеска и более насыщенного цвета рекомендую протереть яйца масляной салфеткой. Вот что в итоге у нас получилось.
Поскольку Пасха – семейный праздник, предложите своим детям или внукам принять участие в этом занимательном процессе. Тем более, что ребятишки всегда добавляют в любое творчество что-то свое индивидуальное. Кулич, творожная Пасха и разноцветные расписные яйца всегда занимают самое почетное место на праздничном пасхальном столе. Это главные атрибуты самого светлого праздника. Если вам понравились эти способы покраски пасхальных яиц, ставьте лайк, делитесь видео с друзьями и оставляйте свои комментарии. Если вы впервые на канале «Коллекция рецептов», не забудьте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы получать оповещения о выходе новых видео. У меня на канале есть и другие пасхальные рецепты. Все ссылки на экране и в описании. С вами была Дина. До новых встреч и вкусных рецептов!